Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 28 июня. Сегодня у нас с вами день изобилия, поэтому обязательно в этот день говорите эти волшебные слова. Они откроют вам дорогу, двери к изобилию, достатку и благополучию. Только помните о том, что говорим мы эти слова с любовью, с уверенностью, с пониманием того, что да, действительно, ваша жизнь готова измениться в данную секунду, и все зависит от вас. Далее, друзья, все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите: у меня сегодня день изобилия. Истина да будет так. Друзья, также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 28 июня, и сегодня Луна переходит в знак зодиака Овен. Обращаем ваше внимание, не соединяясь с Нептуном. И вот это астрологическое событие оказывает достаточно сильное влияние на наше эмоциональное и на наше психическое состояние, тем самым усиливая восприимчивость к внешним факторам и увеличивая скорость бессознательных реакций. Луна в Овне символизирует начало нового цикла и усиление энергии действия. Однако соединение с Нептуном, планетой иллюзий и интуиции, делает этот день особенно чувствительным к внешним воздействиям. Восприимчивость к окружающим событиям и людям значительно возрастает, что может привести к глубоким эмоциональным переживаниям и внутренним конфликтам. Девиз этого дня – «Бей или беги». Энергия дня соответствует этому принципу, что имеет как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов усиленная реакция на потенциальные угрозы может помочь вам дать молниеносный отпор обидчикам, защитить ваши интересы и проявить решительность в самых сложных ситуациях. Из минусов ложное ощущение угрозы может привести к конфликтам на пустом месте. Слишком острая реакция на незначительные раздражители может вызвать напряженные ситуации и, возможно, даже ненужные споры. Сегодня аспект дня затрудняет восприятие общей картины реальности. Нептун, связанный с иллюзиями и мечтами, склоняет к выводам на основе фрагментов информации, а не полного видения ситуации. Соответственно, это может привести к неправильным решениям и недопониманиям. Поэтому сегодня не спешите расставлять точки над «и». Уточните информацию, выслушайте другие мнения и не делайте окончательных выводов. Время для прояснения ситуации обязательно придет позже. Что же влияние на разные аспекты жизни, то касательно личной жизни, взаимоотношения с близкими людьми могут быть сегодня подвергнуты испытанию. Старайтесь не поддаваться мгновенным эмоциям и избегайте резких слов и действий. Сегодня важно проявить терпение и понимание. Что же касательно работы и карьеры, день может быть напряженным из-за конфликтов на рабочем месте. Старайтесь сохранять спокойствие и объективность. Отложите важные решения на более подходящее время. Что же касательно здоровья, то повышенная восприимчивость к стрессу может оказаться на общем самочувствии, поэтому практикуйте методы релаксации и уделите время медитации или прогулке на свежем воздухе. Также сегодня практикуйте глубокое дыхание, медитацию, йогу для того, чтобы снять напряжение и успокоить ум. Также старайтесь сегодня не вступать в споры и не реагировать на провокации. Сегодня лучше сохранять нейтралитет и терпение. Вне зависимости, это касается ваших родных, близких, это касается коллег по работе, или вообще вы ездите в общественном транспорте и вас кто-то зацепил, или на вас криво посмотрели и так далее. Также, несмотря на склонность к отвлечению, постарайтесь сегодня сосредоточиться на действительно значимых для вас делах. Также усиленная интуиция может помочь вам заметить важные подсказки и знаки от Вселенной. Каждый день несет в себе уникальную энергию, которая может изменить вашу жизнь к лучшему, если правильно ею воспользоваться. И обращаем ваше внимание, 28 июня не исключение. Этот день, наполненный особой магией, известен как День изобилия. В этот день вы обязательно сможете привлечь в свою жизнь благополучие, процветание и удачу, обязательно сказав волшебные слова.
Вы знаете, день изобилия, этот день был выбран не случайно. Почему? Потому что он связан с астрологическими и энергетическими особенностями конца июня, когда природа достигает своего расцвета, символизируя изобилие и плодородие. Кроме того, Луна переходит в знак Овна, а это астрологическое событие еще и усиливает. И энергия Овна придает нам решимость и смелость. И вот это влияние делает сегодняшний день, 28 июня, идеальным днем для того, чтобы привлечь изобилие в свою жизнь. Вы знаете о том, что слова обладают огромной силой, и правильно подобранные слова, фразы могут изменить вашу жизнь, привлекая позитивные энергии и открывая новые возможности. В день изобилия особенно важно произнести волшебные слова, которые помогут вам привлечь изобилие. Итак, друзья, мы назовем сейчас вам 3 фразы. Вот какая фраза вам откликнется, такую фразу вы на протяжении дня говорите. Это то же самое, как провести пример, что вы слушаете радио или слушаете свои любимые песни, и вот какая-то песенка, припев ее, какая-то строчка вот зацепила вас, и вы на протяжении дня эту песенку поете. Вот так сегодня и здесь. Вот те слова, которые вас зацепили, если вы хотите, вы можете на протяжении всего дня все эти 3 фразы говорить, но вы должны делать это с любовью, вы должны делать это с открытым сердцем. Помните, что вы делаете для себя, не для близких, не для родных, а для себя. Вы должны любить себя, уважать себя, и тогда в вашей жизни будут происходить изменения. Ну и также вы должны сами боготворить эти изменения, помогать себе. Итак, следующие 3 фразы. Первая. Я открыта для изобилия и процветания. Вторая фраза. Мои финансы растут каждый день. И третья фраза. Я достойна всех мыслимых и немыслимых благ, которые дает мне Вселенная. Также в эти слова можете написать в комментарии к этому видео. И когда вы будете их сегодня проговаривать, прописывать, не бойтесь их, вот с любовью говорите. Вот гуляйте сегодня в парке со своей, возможно, собачкой, с подругой. Раз посмотрели на солнышко, посмотрели в небо и произнесли эти слова. Кроме того, сегодня очень важно, чтобы вы уделяли внимание своим доходам. Постарайтесь планировать свой бюджет, составить финансовые цели. Конечно, это сложно иногда делать, но просто возьмите листок бумаги и пропишите. Вы знаете, многие люди даже сложно это прописывать, потому что они не знают, в каком ракурсе это делать и лучше как. Вот просто возьмите листок бумаги, и да, первые пару минут вам может казаться, что перед вами пустота, чисто лист бумаги, вы не знаете, что писать. Просто возьмите, начните писать хотя бы цифры, а сколько вы, вот сами для себя, сколько вы в месяц зарабатываете, на что вы тратите деньги. И вы увидите, что вы или тратите деньги впритык, или вам даже не хватает. Вот возьмите и начните разбираться. Вот сегодня тот день, когда очень правильно делать анализ, разбираться. Конечно же, вы знаете, очень часто сложно себе признаться и написать в расходную часть даже затраты, расходы на общественный транспорт или на покупку той же булочки или бутерброда во время обеда. Вот прописывайте все детально, и вы поймете, куда уходят ваши деньги. В тот же момент подумайте о том, как вы можете зарабатывать дополнительно деньги. Помните о том, что для каждого человека открыты возможности, и ваша задача идти шаг за шагом, и перед вами будет открываться дорога. Также практикуйте сегодня благодарность. Запишите вот сегодня 3 вещи, за которые вы благодарны. Это благодарны Вселенной, благодарны высшим силам, благодарны, возможно, родителям, близким, мужу, детям. У каждого это свое, потому что каждый человек проходит свои определенные жизненные уроки. И нельзя сказать, что это плохо или это хорошо. Наоборот, просто благодарите. Когда вы благодарите, вы тем самым настраиваетесь на позитивную волну и притягиваете больше хорошего в вашу жизнь. Также обращаю ваше внимание, что в этот момент, когда вы будете благодарить, у вас может быть желание плакать. Это нормально. Поплачьте, эта душа ваша очищается от того негатива, который есть. Конечно же, за один раз этот процесс не происходит достаточно быстро, но постепенно, шаг за шагом вы сможете изменить свою жизнь.
Что же, друзья, касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что именно наш с вами огненный знак зодиака Овен, в котором находится сегодня Луна, придает дню энергию и решимости. Но это день, когда следует особое внимание уделить внимание своему здоровью и себе. Каким органам и системам вашего тела сегодня стоит уделить внимание? Во-первых, это голова и лицо. Вы знаете, да, что Овен управляет головой, поэтому в этот день стоит уделить внимание состоянию кожи лица, волос и зубов. Рекомендуем процедуру по уходу за кожей лица, маски, массажи, но избегайте сегодня любых агрессивных косметических процедур, чтобы не вызвать раздражения. Если у вас есть склонность к мигреням, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и чрезмерных нагрузок. Также обращаем ваше внимание на свои глаза. Постарайтесь провести этот день, минимально напрягая глаза. Да, мы понимаем рабочий день, но, например, постарайтесь сегодня избегать длительного времени перед экранами компьютеров и телефонов. Хотя бы в каждом часе или в каждые полчаса, хотя бы 5 минут вставайте и, например, выходите на солнышко. Также старайтесь делать упражнения сегодня для глаз, чтобы улучшить кровообращение и снять любое напряжение. Несмотря на активность Овна, убывающая Луна помогает нам сосредоточиться на очищении организма. Употребление легкой пищи поможет вам поддержать здоровье пищеварительной системы. Далее, что же касательно, друзья, лунного календаря денег, то энергия Овна в сочетании с убывающей Луной создает для нас уникальную атмосферу, способствующую активным действиям и принятию решений. Но также стремительность и импульсивность Овна могут сегодня приводить к поспешным решениям, поэтому важно проявлять сегодня осмотрительность. Поэтому сегодня обязательно завершайте все свои финансовые дела. Если у вас есть какие-то незакрытые сделки, неоплаченные счета, постарайтесь урегулировать эти вопросы сегодня. Далее, убывающая Луна в Овне – это идеальное время для анализа ваших финансов. Мы уже сказали ранее, что сегодня очень важно оценить свои доходы, расходы, выявить слабые места и наметить план по их улучшению. Также энергия Овна сегодня может подталкивать к каким-то импульсивным тратам, поэтому будьте осторожны и старайтесь избегать необдуманных покупок. Также погашайте долги и те обязательства, которые у вас сегодня возникли или появились. Что же карты Таро на этот день, 28 июня, друзья, выпала карта Императрица. И эта карта символизирует изобилие, плодородие, творчество и материнскую заботу. Эта карта олицетворяет силу природы и материальный достаток, а также подчеркивает важность заботы о себе и других. Она напоминает нам о необходимости находить баланс между духовным и материальным, а также между того, чтобы давать, и том, чтобы принимать. Поэтому сегодняшний день, вот как нам карта Императрица говорит, да, этот день благоволит творческим начинаниям, поэтому сегодня хорошо заниматься искусством, рукоделием, садоводством или любым другим видом творчества. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое. Вдохновение будет обязательно на вашей стороне. На работе сегодня можно ожидать положительных изменений и признания ваших заслуг. Ваша работа обязательно сегодня будет оценена по достоинству. Творческие проекты и новые идеи обязательно сегодня найдут поддержку у коллег и начальства. Также, пожалуйста, уделите внимание своему здоровью. Расслабьтесь, примите ванну с ароматическими маслами или запишитесь на массаж. Не забывайте о здоровом питании и физической активности. Сегодня ваше тело требует особого внимания к себе. И, друзья, далее хотим уделить внимание совету от Архангела Михаила. И сегодня Архангел Михаил напоминает нам о важности внутренней силы
силы и смелости. Сегодняшний день может принести вам неожиданные вызовы, но помните, что у вас есть все ресурсы, чтобы их преодолеть. Ваша внутренняя сила и решимость будут вашими главными союзниками. Главное, не бойтесь сегодня идти вперед и принимать важные решения, даже если они кажутся вам сложными. Кроме того, Архангел Михаил призывает вас не бояться брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваши лидерские качества и умения принимать решения будут высоко оценены. Если вы чувствуете, что вы застряли на одном месте, подумайте о новых возможностях, подумайте о новых каких-то проектах, которые могут открыть перед вами новые горизонты. Конечно, иногда это очень сложно увидеть, особенно для тех людей, которые привыкли работать по старинке. Обращаю ваше внимание, что энергии достаточно сильно меняются, и это мы уже с вами уже видим сейчас. Конечно же, не каждому человеку это дано ввиду определенных обстоятельств, ввиду развития, навыков, знаний каких-то, но ваша задача быть на позитиве, быть на стороне света, и вы тогда будете видеть, как ваша жизнь постепенно, по чуть-чуть меняется и видоизменяется. Помните о том, что за одну секунду в нашем мире ничего не происходит, и наша задача делать шаг за шагом, и тогда ваша жизнь будет меняться. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны, а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, друзья. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.